Всем привет! Меня зовут Наташа Кенза, это действительно я. Смеюсь, потому что меня очень веселит эта шапка. Вот такой новый тренд у молодежи сейчас. Вчера углядела, сегодня связала. Я же за любой креатив. Ну что, хорошенькая шапочка, да всегда в маске, никто не придерется. Опять же, в России зимой холодно, а тут все закрыто, за детей можно быть спокойными. Берите крючок, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. У меня это остаточки, как всегда, конечно же. Вот такая пряжка у меня нашлась. Это пряжа Alize Lana Gold 800. Очень удобная пряжа, я часто из нее вяжу, потому что там в 100 граммах всего лишь в 100 граммах 800 метров пряжи. Она тоненькая, но вот ее можно складывать в 2-3 сложения и делать нужную толщину нити. Я вяжу в 2 сложения этой пряжи. Дальше крючок подобрала 3,5, ножницы, сантиметровая лента нам нужна будет, голову измерить себе или заказчику. И вот такая у меня цепочечка нашлась, она с карабинчиком на одном конце и вот с таким колечком на другом конце. Не знаю, как я буду еще ее крепить, еще пока не придумала. Это все. Первое, что нам нужно сделать, это измерить окружность головы. Вот по самому широкому месту, там где уши, измеряем голову, окружность. И вот сколько сантиметров у вас получилось, 50, там 56, 58, без разницы, сколько получилось, вот столько сантиметров нам нужно связать цепочку из воздушных петель. Я буду вязать на обхват головы 54 сантиметра. Соответственно, я буду набирать цепочку из воздушных петель 54 сантиметра длиной. Количество петель я не считаю, но желательно, чтобы это количество было четное. Вот так набираем. Петелечки свободненько набираем, не затягиваем первый ряд, чтобы он свободно через голову у нас, шапочка наша проходила через голову. Вязать будем резинкой, соответственно, само полотно у нас получится поуже, но оно будет хорошо растягиваться. Вот так я буду вязать столько петель, сколько мне требуется. Вы вяжите свое количество петель. Связали энное количество петель, каждого свое. Находим первую петельку от начала вязания, где у нас хвостик это, да, и вставляем туда крючок. Вставили крючок. И теперь нам надо протянуть нашу рабочую нить через 2 петли, через вот эту первую петельку и через последнюю. Все, закрыли в круг. Набираем 2 воздушные петли подъема, накид. И начиная с первой петельки вяжем столбики с одним накидом в каждую петельку цепочки. Первый ряд, конечно, неудобно всегда, но это только первый ряд. И вот так в каждую петельку мы вяжем столбики с одним накидом по кругу. Пришел ко мне кот на разборке. Все, связали круг первый, пришли к начальной петельке и просто вот так между столбиками вводим крючок, вытягиваем нить и сразу соединительной петлей закрываем круг. Вы не смотрите, что у меня этот круг маленький совсем, у меня просто начальная нижняя часть шапки уже связана, поэтому не стала набирать полное количество петель, просто показываю вам. Но я думаю, так все понятно, да? Набираем 2 воздушные петли подъема и делаем накид, ищем следующий столбик
вот над первым мы сделали петельки, да, над следующим столбиком, следующий столбик ищем, обхватываем его крючком сзади, вытягиваем рабочую нить и вяжем столбик с одним накидом. Накид, ищем следующий столбик, теперь обхватываем его крючком спереди, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Снова накид, ищем следующий столбик предыдущего ряда, обхватываем крючком сзади его и провязываем столбик с одним накидом. Накид, ищем следующий столбик и обхватываем его крючком спереди, провязываем столбик с одним накидом. Таким образом мы будем чередовать выпуклые и вогнутые столбики по кругу до конца ряда. Довязали до конца ряда. Такая у нас резиночка начинает получаться. Ищем первый наш столбик, вводим крючок под него и сразу же соединительной петлей закрываем ряд. 2 воздушные петли подъема, накид. И теперь просто, где выгнутый столбик, там выгнутый вяжем, где выпуклый, вогнутый, там вяжем вогнутый, где выпуклый, там выпуклый. Вот здесь у нас выпуклый столбик, провязываем его выпуклым. Здесь следующий вогнутый, вот он, обхватываем его крючком спереди и вяжем, как идет по рисунку, вогнутым. Так мы будем вязать до того места, пока у нас не случатся глаза. То есть вяжем до глаз. Сейчас я вам покажу, что у меня уже связано. Вот так выглядит полотно у меня. Такая резиночка красивая получилась. И на нужный мне размер 19 сантиметров. То есть 19 сантиметров по кругу я вязала резинкой. Все, связали нужное количество рядов. Вот сколько нам нужно было, да? Теперь надеваем то, что у нас получилось, на голову. Смотрим, нравится нам, не нравится высота. Если нравится, значит отмеряем ширину. Сейчас вот я так сверху покажу. Ширину отверстия. Вот я здесь повешала маячки для наглядности. Вот это у меня будет отверстие для глаз. У меня вот это расстояние равно 40 петлям. У вас может быть другое совсем расстояние. Ну, примерно, видите, половину на половину, да. Чуть больше даже половины получилось у меня почему-то. Но я так померила, что я хочу же еще снимать потом ее вниз на подбородок, да, чтобы свободно это все происходило. Я вот пошире сделала отверстие. Вы, если не планируете, только для глаз нужно отверстие, значит, поменьше можете сделать. В общем, смотрите сами. Дальше что мы делаем? Вот мы пришли к концу ряда, также поднимаем 2 воздушные петли подъема и довязываем до первого нашего маячка, также точно резинкой, как и вязали. Довязали до первого маячка, и теперь нам нужно компенсировать вот это количество петель внизу набором воздушных петель. Петли набираем широко, свободно, чтобы у нас потом все это нигде ничего не тянулось. У меня 40 петель здесь, как я сказала, значит я набираю 40 воздушных петель. Первую мы не считаем вытянутую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее 40 раз. Все, связали нужное количество воздушных петель. Теперь переходим сразу к следующему маячку на другом конце. И что мы делаем? Мы делаем накид. Смотрим, какая у нас тут, какой столбик идет вогнутый. Обхватываем его, значит, спереди и
сразу же провязываем вогнутый столбик. Все, накид, и дальше пошли по рисунку резиночкой, как вязали. Продолжаем вязать по кругу. Вяжем так по кругу до тех пор, пока снова не придем вот к нашей цепочке из воздушных петелек. Довязали до цепочки из воздушных петель. И что мы делаем дальше? Делаем накид. И вот в каждую петельку подряд мы провязываем столбик с одним накидом. Краешек такой будет немножко расхлябанный, но мы потом еще его обвяжем, чтобы он был красивый. Так что ничего страшного. У меня просто еще нитка, она уже, так сказать, была в употреблении. Поэтому она немножко такая бахромится. В каждую петельку вяжем столбик с одним накидом. Вяжем вот до следующего маячка. Довязали до конца. И теперь сразу же переходим, делаем накид и вяжем. Тут у нас выпуклый столбик, значит... нет, тут у нас вогнутый столбик, видите, крайне вогнутый. Значит, вяжем вогнутый. Аккуратненько провязываем. Выпуклый. Тут мы вяжем по рисунку резинкой. Вяжем по кругу до начала нашего вот этого отрезочка. Все, довязали. И теперь дальше мы будем вязать по рисунку, как и вязали. То у нас здесь у меня идет вогнутый столбик, значит следующий я буду вязать выпуклый. Следующий вогнутый. Выпуклый. Если вы все правильно рассчитали, нижние петли и верхние у вас одинаковое количество, значит у вас ровно выйдет рисунок здесь к концу нашего верха, да, или как назвать это место, не знаю. Надглазная часть. Все. Как вы понимаете, дальше мы вяжем резинкой снова вот так по кругу, вяжем, 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 вяжем. Надо нам связать до того места, как голова начинает сужаться. Максимально просто пытаюсь объяснять. У взрослого человека это расстояние, то есть вот, можно взять сантиметровую ленту, подойти к зеркалу, да, и померить от бровей, да, или там от глаза, от какого места вы хотите, чтобы шапка у вас это закрывала, брови, глаза, не знаю что. Берете, прикладываете к бровям и до того места, где у вас идет сужение головы. В среднем это будет 7-8 сантиметров. Вот я буду вязать 7,5 сантиметров вверх, просто по кругу, без прибавок, без убавок, резинкой. Связала я нужное количество рядов сверху. Вот так сейчас выглядит моя шапка. И теперь мы должны сделать здесь закругление, да, самой макушки. Каким образом это будет происходить? Также набираем 2 воздушные петли подъема, накид и вяжем 15 столбиков по рисунку. 2, 3, 4 и так 15 раз. Связала я 15 петелек. У вас может это быть 16 петель. Самое главное остановиться на вогнутом столбике. И теперь делаем убавочку. Накид. Первый выпуклый столбик обхватываем крючком и провязываем 1 раз, не до конца. Накид. Пропускаем одну петельку вогнутую. И следующий выпуклый столбик провязываем 1 раз. Накид. Пропускаем еще 1 столбик вогнутый и выпуклый столбик провязываем 1 раз. На крючке 4 петли. И провязываем все 4 разом. Все, сделали убавочку.
Дальше снова вяжем по рисунку столбиками 15 столбиков. Связали еще 15 столбиков и снова делаем убавку. Выпуклый столбик обхватываем крючочком и провязываем один раз, пропускаем один столбик. Снова выпуклый столбик провязываем один раз, пропускаем один и провязываем еще раз. На крючке 4 петли, провязываем их все вместе. Снова вяжем по рисунку, как вязали до этого. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. Каждые 15 петель мы делаем убавочку. Довязали до конца ряда и теперь вяжем ряд без убавок. 2 воздушные петли подъема и вяжем по рисунку, как мы вязали с вами. Вяжем до того места, где мы делали убавочку. Вот, довязали, вот она наша убавка, и вот это вогнутая петля, вогнутый столбик перед ней. Мы провязываем вогнутый столбик, как обычно, накид, и теперь берем все вот эти 3 петельки, где у нас сходились, подхватываем их все вместе и провязываем как один выпуклый столбик. Накид, и следующий вогнутый столбик вяжем как при обычном вязании. Все, и дальше продолжаем вязать по рисунку. Точно так же мы дойдем к следующей убавке и провяжем выпуклый столбик, захватим вот так все три столбика и провяжем как один. Вяжем так по кругу до конца ряда. Довязали ряд, и теперь снова надо связать ряд с убавочками. 2 воздушные петли подъема, накид, и вяжем. Теперь можно уже не считать ничего. Вяжем по рисунку до тех пор, пока не придем вот к этой убавке, которая у нас была 2 ряда назад. Вяжем до убавочки. Вот мы почти довязали до убавки, не доходя 1, 2, 3 петельки, 3 столбика. Провязываем вогнутый столбик как положено. Вот наша убавочка, видите, и вот выпуклый столбик, который перед ней. Вяжем все то же самое, что вязали до этого. То есть провязываем не полностью выпуклый столбик, накид, провязываем следующий выпуклый столбик не полностью, накид, и пропуская еще одну петельку, провязываем выпуклый столбик один раз и 4 петли на крючке второй раз. Сделали убавку. И дальше вяжем по рисунку. Вяжем до нашей следующей убавочки. Точно так же будем убавлять и ее. То есть мы доходим вот до этой петельки, до вогнутого столбика, и провязываем выпуклый столбик и выпуклый столбик все вместе. Так мы вяжем до конца ряда. Провязали ряд до конца, и следующий ряд мы снова вяжем без убавок. То есть провязываем вот тут вместо 3 1 выпуклый столбик, да, и дальше по рисунку вяжем. Так мы будем чередовать ряды: один ряд с убавочкой, один простой ряд без убавок, до тех пор, пока у нас не останется вот это отверстие совсем маленькое. Довязала я практически макушку, вот так она у меня выглядит. Осталось у меня совсем крошечное отверстие, и я его просто затяну. То есть я отрежу веревочку подлиннее и затяну его. Вот так возьму через край
через одну петельку просто буду продевать и протягивать нить. Еще через одну петельку и протяну нить. Постепенно затягивая. Одну пропущу, через одну протяну ниточку. Так. Вот сюда. Видите, оно уже затягивается. Еще через одну петельку. Так. Подтягиваем постоянно. Сюда. Ну и сюда. Так. Все, видите, практически затянулось. Еще пару стежочков сделаю. Уберу хвостик вниз, внутрь туда. И спрячу узелочек. Все, сама шапка готова. Нам теперь нужно обвязать вот это место, чтобы оно стало красивым. Маленечко его подстянуть. Обвязку я тоже сделаю резинкой. Вот здесь по краю. Ну, чтобы вся эта история плотно прилегала к лицу. Просто захожу, вот крайний у меня столбик, например, вогнутый, да. За него беру крючочком, вытягиваю ниточку и делаю 2 воздушные петли подъема. Накид. Следующий у меня столбик выпуклый. Я его так и буду вязать. Снова вогнутый, вяжу его вогнутым. Выпуклый, выпуклым. Так я буду чередовать по кругу. Вот сюда пойду, перейду вниз и по кругу приду снова сюда. Обвязала один ряд я по кругу и точно так же обвяжу, просится у меня прям сюда еще один рядочек. И все, и на этом остановимся. Шапочка наша связана, теперь нам нужно связать ушки. На ушки я взяла оттенок пряжи немножечко другой, такой, видите, и в 3 сложения, то есть потолще пряжу, и взяла крючок 4, чуть побольше крючок. Это для того, чтобы ушки были такие плотные и хорошо держали цепочку. Цепочка у меня не тоненькая, а тяжелая, поэтому мне не подойдет тоненькая пряжа. Итак, чтобы связать ушки, нам нужно связать 2 круга. Набираем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. В первую от начала вязания петельку вставляем крючок, вытягиваем нить и соединяем наш круг. 2 воздушных петли подъема, накид. И в центр вот этого круга, так называемого, мы должны провязать 10 столбиков с одним накидом. Вот это уже 2-й столбик пошел, потому что воздушные петли подъема, они заменяют нам столбик. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й. Ищем промежуток между первыми столбиками, первым и вторым. Промежуток именно, не петельку. Вставляем крючок, вытягиваем петлю. Сразу через петельку, да, то есть соединительной петлей закрываем наш круг. 2 воздушные петли подъема, накид. И вязать будем не в петельке, а для плотности между столбиками. Прямо между столбиками вводить крючок. Вяжем сразу же сюда, в первый промежуток, столбик с накидом. В
каждую последующую петлю, точнее между столбиками, мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. В итоге у нас должно получиться 20 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, 1, и сюда же 2, и так вяжем по кругу до конца круга 20 столбиков. Довязали до конца круга, ищем промежуток между первым и вторым столбиком, вот он, и провязываем сразу же соединительную петельку, закрываем ряд. 2 воздушные петли подъема, накид. В самый первый промежуток вяжем столбик с одним накидом, чтобы не было у нас здесь дырки, накид, и вяжем в следующий промежуток 1 столбик с одним накидом, накид. В следующий промежуток провязываем 2 столбика с одним накидом в один промежуток. Я буду говорить в одну петлю. Накид. В следующую петлю вяжем 1 столбик с накидом. В следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Так мы чередуем одинарный двойной столбик в каждую петельку до конца ряда, до конца круга. Довязали круг до конца и соединительной петелькой закрыли наш ряд. Можете оставить уже так, если вам нравится. Можете вязать дальше со мной. Вязать можете этот круг хоть до бесконечности. Если вы хотите очень большие уши, можете вязать этот круг, получится большое ухо. Маленькие, значит, можете уже вот остановиться. Вот такие будут маленькие у вас ушки, небольшие. Вот, я свяжу еще пару кругов. 2 воздушные петли подъема. В этот же промежуток я вяжу столбик с одним накидом. Накид. В следующий промежуток вяжу столбик с одним накидом. В следующий промежуток я вяжу столбик с одним накидом, простите. Накид. В следующий, в третий промежуток я свяжу 2 столбика с накидом в один промежуток. Снова 1 столбик с накидом, 1 столбик с накидом и 2 столбика с накидом в один промежуток. То есть теперь у нас количество одиночных столбиков увеличилось на 1. В предыдущем ряду 1 столбик был, да? 2 вместе, 1, 2 вместе. Теперь 1, 1, 2 вместе, 1, 1, 2 вместе. Так мы вяжем до конца круга. Если вы дальше хотите вязать круг, в следующем ряду вы вяжете 1 столбик, 1 столбик, 1 столбик, 2 вместе. То есть у вас увеличился еще одиночный столбик. Теперь 3 столбика по одному вяжете, 2 вместе. Если еще ряд будете вязать, значит 4 одиночных столбика будет и потом 2 вместе. Каждый ряд вы прибавляете количество одиночных столбиков. Все, ушки мои связаны. Нужно их вот так согнуть напополам, этот круг, и пришить по краю. Шью я отвратительно, поэтому показывать я вам этого не буду. Вот так пришью. Сюда и сюда. Ну все, пришила я ушки. Вот такая у меня получилась балаклава. Цепочку продела. Ну, как захотелось, так и продела. Шапочка моя готова. И если вам понравилось вязать со мной, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди очень много интересного. Всегда жду в комментариях, что бы вы хотели еще связать вместе со мной. Пожалуйста, пишите мне. Всех люблю. Пока-пока.